Здравствуйте, друзья! Вы на канале Горшочек Вари. Творог всегда был и остается одним из основных продуктов на нашем столе. Блюда, приготовленные из творога, любят и взрослые, и дети. Сегодня будем готовить в аэрогриле сырники, или как их еще называют, творожники. Я готовлю сырники по разным рецептам, но этот, пожалуй, самый удачный. Его можно приготовить в аэрогриле, так и на сковороде. Начнем с самого главного. Для приготовления сырников можно использовать абсолютно любой творог. Домашний или магазинный, жирный или обезжиренный. Самое главное, чтобы он был сухой. Если творог мокрый, с большим содержанием сыворотки, отожмите его через марлю или льняное полотенце. Итак, приступим. У меня 700 грамм 5% магазинного творога. Разомнем его вилкой. Если любите однородную массу, можно протереть его через сито или же пробить погружным блендером. Добавляем 2 полные столовые ложки сахара, это примерно 60 грамм. Добавляем в массу 2 яйца, чистый ванилин на кончике ножа или же 1 10-граммовый пакетик ванильного сахара. Высыпаем 5 столовых ложек с горкой манной крупы, это примерно 100 грамм. И все хорошо перемешиваем. Если вам покажется, что творог все еще слишком влажный, можно добавить еще пару ложек манной крупы. Оставляем тесто минут на 15, чтобы манка набухла. Берем силиконовые корзинки, смазываем совсем чуть-чуть подсолнечным маслом. Начинаем формировать наши сырники. Вылаживаем на дно небольшое количество теста, а в середине делаем небольшое углубление для нашей начинки. Если будете готовить сырники на сковороде, желательно обкатать их в муке, а на сковороду добавить совсем немного подсолнечного масла, чтобы дно было едва покрыто. Выкладываем начинку. Начинкой у меня сегодня будет вишня и банан. Присыпаем начинку сахаром. Закрываем вторым слоем теста начинку. Загружаем сырники в чаше аэрогриля. Отправляем сырники в аэрогриль, ставим режим выпечки 160 градусов на 17 минут. Во время приготовления не забывайте контролировать состояние нашего продукта. Сырники получились у нас на славу. Сегодня я часть сырников присыплю сахарной пудрой, а вторую по классике полью сметаной и присыплю немного сахаром и кокосовой стружкой. Разрежем его и посмотрим, какой он у нас внутри. Как видно, пропекся он у нас хорошо, получился он у нас пышный и нежный. Если вы их будете готовить без начинки, то можно приготовить их вовсе и без сахара, а затем подать с любимым джемом, вареньем, медом или сиропом. В творожное тесто по желанию можно добавить цедру лимона, распаренный в кипятке изюм, мелко нарезанную курагу, чернослив или натертые на мелкой терке яблоки или груши. Они очень нежные и очень вкусные. Слегка сладкие из-за банана и с небольшой кислинкой из-за вишни, с приятным ванильным ароматом. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, мне будет приятно. Поделитесь этим рецептом и напишите свои комментарии. Если вы впервые на канале Горшочек Вари, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения о выходе новых видео. Готовьте на радость себе и своим близким. Приятного всем аппетита! Впереди вас ждет много других и интересных вкусных рецептов. До новых встреч!